Остров Тристан-да-Кунья уникален. Это самый удаленный обитаемый остров на Земле. Берега африканского материка находятся в 2700 километрах от него, а самые близкие соседи только на острове Святой Елены, на таком же малонаселенном. Ну и до них более 2000 километров. Здесь нет аэропорта, и если вы пропустите корабль на материк, придется ждать несколько месяцев. На самом деле Тристан-да-Кунья – это архипелаг, который носит название единственного населенного острова. Остров принадлежит Великобритании, но не является ее частью. Тристан-да-Кунья – это клочок суши площадью меньше 100 квадратных километров, по сути вершина вулкана, миллион лет назад появившегося из вод Атлантического океана. Почти всю территорию острова занимает спящий вулкан, скалы, овраги, и лишь на северо-западе природа создала большую и относительно плоскую равнину. Остров назвали в честь португальского первооткрывателя. Обнаружил архипелаг мореплаватель Триштан да Кунья еще в 1506 году и назвал его своим именем, но на берег он не высаживался. Первый постоянный житель появился здесь лишь 3 веками позже, в 1810 году, и был это, как ни странно, американец Джонатан Ламберт. Он объявил себя суверенным правителем и единственным обладателем прав на архипелаг. В 1815 году архипелаг Тристан-да-Кунья аннексировали англичане. Все по причине того, что по соседству на острове Святой Елены находился в заключении Наполеон. Англичане опасались спасательной операции французского флота. К тому же острова имели стратегическое значение на пути из Европы в Индийский океан, так как Суэцкого канала еще не было. Его прорыли только в 1869 году. В 1821 году Наполеон умер, а гарнизон был переведен на мыс Доброй Надежды. С того времени колония с безымянным поселком постепенно росла. Свое нынешнее название Эдинбург Семи морей он получил в 1867 году в честь принца Альфреда, герцога Эдинбургского, второго сына королевы Виктории. И до начала 1960-х годов поселок с 150 жителей вел коммунный образ жизни. Земля находилась в общей собственности, дома из местных валунов строились тоже сообща, как и все остальное. На Тристане царил 19 век. Никакого электричества или автомобилей, и лишь изредка сюда за пополнением припасов заходили китобои. Однако 1961 год кардинальным образом поменял быт островитян. Проснулся вулкан Пик Королевы Марии, в тени которого они жили. Британское правительство эвакуировало все местное население в Англию. Все, кто хоть что-то слышал про условия жизни на острове, были убеждены, что, вкусив благо современной цивилизации, островитяне так в Англии и останутся. Но не тут-то было. Жизнь на чужбине среди людей, не понимающих идеи совместного коллективного хозяйства, лишь еще больше сплотила общину, и через пару лет практически все тристанцы вернулись домой. Кроме электрических генераторов, автомобилей, строительных материалов, некоторые островитяне привезли обратно на родину новых мужей и жен. На самом деле генетическое разнообразие стало большой проблемой Тристан-да-Куньи. Проведенные впоследствии исследования показали, что все нынешние коренные жители острова восходят всего к 15 общим предкам, поселившимся здесь в период с 1816 по 1908 года, 8 мужчинам и 7 женщинам. Из них как минимум 3 страдали астмой, что спустя столетия привело к тому, что уже 42% современных обитателей острова в той или иной степени астматики. Сейчас в единственном населенном пункте Эдинбурге Семи морей около 100 построек и проживает 80 семей. Постоянно на острове живут не более 300 человек. В сравнении с жителями Великобритании островитяне живут относительно бедно, однако при этом здесь высокий уровень социального равенства. Земля, как было заведено отцами-основателями колониями, по-прежнему принадлежит всей общине, и решение о ее распределении принимается коллегиально. Сельское хозяйство ограничено выращиванием картофеля. Из-за сильнейших ветров, просто сдувающих здесь почву, окучивать картошку приходится практически ежедневно. Участки находятся к югу от Эдинбурга. Для путешествия к своим полям, собственно, и необходимы на Тристане автомобили. Пенсионерам без собственной машины помогает даже бесплатный автобусный маршрут, совершающий в сезон 4 раза в день рейсы из Эдинбурга к картофельным полям.
Несмотря на теплый климат, на островах нет бабочек, рептилий и млекопитающих. Зато здесь обитает самая маленькая нелетающая птица в мире – тристанский пастушок. При этом владения домашними животными квотируются, что помогает избежать социального расслоения и сохранить скудный растительный покров. К примеру, каждое домохозяйство имеет право содержать 1 корову и 4 овцы, и птицу. Налогов никто на острове не платит, при этом население получает отчисления от продажи морепродуктов, а именно лобстера. Ловлей лобстеров занимаются тристанские мужчины. Каждый день, когда позволяет погода, а это около 70 дней в году, островитяне выходят в море, ловят лобстеров и перерабатывают их на лобстерной фабрике. У местных лобстеров едят только хвосты. Себестоимость вылова и разделка лобстера получается космической, но в мире существуют любители именно местного вида ракообразных. Женщины заняты в основном на административных должностях, связанных с инфраструктурой города. При этом абсолютно естественным является совмещение сразу нескольких работ. Ездят сюда только хардкорные путешественники, в основном выбирающие для посещения именно подобные труднодоступные точки. Добираться на Тристан да Кунья долго и дорого, и всегда есть шанс оказаться ни с чем. Известны случаи, когда заходившие к острову транзитом корабли, безуспешно несколько дней ожидая погоду, подходящую для высадки туристов, в конце концов отправлялись в Освояси, так и не осчастливив заплативших немалые деньги путешественников. Наградой везунчикам будет настоящее гостеприимство. Для семей коренных жителей прибытие корабля с чужаками является одновременно и праздником, который скрашивает однообразное существование, и возможностью неплохого заработка. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!